Скорость велосипедиста 36 км в час. Скорость ветра 4 метра в секунду. Какую скорость имеет ветер в системе отсчета, связанной с велосипедистом? Первый случай, когда ветер попутный, и второй, когда ветер встречный. В задаче есть данные. Скорость велосипедиста равно 36 км в час. И скорость ветра обозначим буквой У равно 4 метра в секунду. Нужно определить, какую скорость имеет ветер по отношению к велосипедисту, когда ветер попутный, обозначим это R1, и когда ветер встречный, обозначим R2. Это будут скорости, когда ветер относительно велосипедиста в системе отсчета велосипедиста. Перед тем, как перейти к этой задаче, я хотел бы напомнить некоторые моменты, связанные с действиями с векторами. Так, если у нас есть два вектора, один вектор А, второй вектор Б. Вектор – это отрезок, который имеет направление, естественно, он имеет свое начало и имеет свой конец. Здесь вектор B имеет начало, имеет конец. Для того, чтобы сложить два вектора, нужно соединить конец первого вектора и начало второго вектора, и потом от начала первого вектора до конца второго вектора провести вектор. И результирующий его будет начало в начале вектора А, конец в конце вектора B. Так переносим их так, чтобы они были соединены. Вот таким образом. Это вектор А, это его конец, вот его начало. Вектор B переносим начало сюда, вот так. Вот мы перенесли в начало. Вот начало вектора B и вот конец вектора B. Результирующий вектор будет направлен вот так. Вот это будет результирующий вектор C. Вот его будет начало, и вот его будет конец. То есть в данном случае можно записать, что вектор C равен вектору А плюс вектору B. Это касается суммы векторов. Теперь давайте вспомним, как можно найти разницу векторов. Те же самые вектора. Определим вектор, скажем, А, это его начало, конец, ну и вектор B, и конец. Для того, чтобы узнать, какая будет разница между этими векторами, нужно соединить эти начала. Один вектор и второй. То есть перенести вектор B или вектор А параллельно так, чтобы начало их соединить. Переносим это все немножко позже. Значит, это будет у нас вектор А, вот его конец, вот его начало. И перенесем параллельно вот таким образом вектор B. Начало вектора B и конец вектора B. Результат будет, если мы говорим о том, что вектор А отнять вектор B будет равен вектору C. В таком случае вектор C и вектор А будут соединены своими концами. То есть вот это будет вектор C у нас, и конец вектора C будет совпадать с концом вектора а начало вектора C будет совпадать с концом вектора B. Если бы мы сделали операцию наоборот, B отнять А, тогда, естественно, и вектор C поменял бы свое направление. Он бы имел вот такое направление. По модулю он будет такой же, но он был бы в этом направлении. То есть его конец вектора C всегда будет совпадать с тем концом вектора, от которого отнимаем. Вот это небольшой экскурс в сложении и отнимании векторов, которые нам будут нужны. Еще я хочу вспомнить некоторые нюансы, которые связаны с различными информационными системами. Представим себе, что у нас есть тривиальная задача. Есть наблюдатель, который стоит неподвижно, пусть едет вагон. Мы видим, что наблюдатель обращает внимание, что у нас есть вагон движется какой-то скоростью. V – это наблюдатель. Я специально черным чернилом рисую для того, чтобы эти были скорости, которые видит наблюдатель. Он видит наблюдатель, что движется вагон с вектора V. И в вагоне есть некоторые точки, которые движутся, пусть он движется со скоростью 1 метр в секунду, чтобы было уже более предметный разговор. Теперь у нас есть внутри вагона есть точка, которая движется со скоростью V1, 4 метра в секунду, и еще одна точка, которая движется в эту сторону со скоростью V2, 3 метра в секунду. Это те скорости, которые видит наблюдатель, который стоит и видит, что эти точки все движутся вот с такими скоростями. Представим себе, что эти все точки находятся в вагоне, который движется со скоростью 1 метр в секунду. И в самом вагоне тоже находится наблюдатель. Естественно, скорости этих точек для него будут совершенно другие, чем для этого наблюдателя. Будем рисовать их зеленым значением. Здесь он увидит скорость U1, вот какую-то, и здесь увидит скорость какую-то U2. Вот эта система X2. Вагон, грубо говоря, движется с такой скоростью 1 метр в секунду. Наблюдатель движения вагона уже не видит, но он видит движение этих точек. Какой же скоростью будут двигаться вот эти точки внутри вагона? Будут они двигаться вот с такой скоростью. U1 вектор будет равен
v1 минус v. Вернее, надо эти скорости обозначить черным значением, потому что это скорости, которые видит вот этот наблюдатель. v1 минус v. Ну, давайте посмотрим, чему же тогда это будет скорость равна. Это будет скорость равна таким образом. u1 пишем равна 4 метра в секунду. Берем значение уже модуля этих значений. 4 метра в секунду. Поскольку они направлены в одну и ту же самую сторону, минус 1 метр в секунду, он будет видеть со скоростью 3 метра в секунду. u1 для наблюдателя, который находится в этом месте в вагоне, будет видеть, что эта точка движется со скоростью 3 метра в секунду. Обратите внимание, этот наблюдатель видит ее движение со скоростью 4 метра в секунду, а внутренний наблюдатель видит ее со скоростью 3 метра в секунду. Теперь, что касается скорости u2. u2 равно. То же самое запишем таким же точным образом. v2 отнять вектор, отнять v, и u2 будет равно v2. А v2 направлено в противоположную сторону. Значит, мы должны это дело учесть. То есть со знаком минус 3 метра в секунду и минус 1 метр в секунду. То есть он будет видеть со скоростью минус 4 метра в секунду. Этот наблюдатель видит, что на него движется со скоростью 3 метра в секунду, а наблюдатель, который находится внешний, будет видеть, что это точка. Этот наблюдатель видит, эту точку движется на него со скоростью 3 метра в секунду, а внутренний наблюдатель будет видеть, что она движется на него со скоростью минус 4 метра в секунду. И каким образом это векторно получается? Давайте посмотрим. Вот посмотрим, как формируется u1. У нас идет скорость v1 векторно и минус скорость v тоже векторно. Для того, чтобы отнять скорости, необходимо их соединить. Но я соединять не буду, потому что если я соединю, оно все будет вместе не совсем наглядно. Значит, результирующий вектор будет заканчиваться вот здесь, потому что мы отнимаем от v1, а начинаться вот здесь. То есть результирующий вектор, этот u1, будет вот так выглядеть. То есть он будет меньше. Это мы напишем это u1. Теперь, что касается вектора u2. У нас скорость v направлена в эту сторону, а скорость v2 направлена в эту сторону. Вот она так направлена. То есть немножко больше написал. И тогда вот это будет скорость v, а это скорость v2. И тогда у нас получается результирующий вектор должен быть направлен сюда. Вот его начало результирующего вектора, вот его конец. И это будет вектор u2. То есть наблюдатель внутри вагона будет видеть вектор u2 вот с такой скоростью и вектор u1 вот с такой скоростью. Этот будет видеть скоростью меньше вроде, а этот будет двигаться на него со скоростью вроде бы больше. Это мы посмотрели относительно скоростей, которые видит наблюдатель, находящийся здесь. И потом посчитали, какие будут скорости внутри самой системы. Теперь давайте посмотрим, каким образом будет обратная задача. У нас есть система, которая движется внутри другой системы. Это у нас есть x. У нас есть точно такая же задача, которая есть точно такая же другая система, только у нее есть, опять же, свои скорости внутри. Она движется, вся движется со скоростью v 1 метр в секунду. Внутри этой системы есть какая-то скорость u1 со скоростью 4 метра в секунду. И обратно есть скорость 2 со скоростью 3 метра в секунду. Это те скорости, которые видит наблюдатель, находящийся внутри. Теперь посмотрим, какие скорости будет видеть наблюдатель, который находится снаружи. Вот здесь будет скорость у нас v1, напишем, а тут будет скорость v2. Ну, это, естественно, скорость будет v. Скорость этой точки он будет v, так и будет видеть 1 метр в секунду. А теперь посмотрим, какую скорость он будет видеть v1. То есть v1 будет равно u1 вектор. Прибавить вот эту скорость v. Итак, мы получаем такое значение. Если мы берем модули, они одинаково направлены, одинаково. То есть мы получим 1 плюс 4, вернее 4 метра в секунду плюс 1 метр в секунду равно 5 метров в секунду. Этот наблюдатель эту точку видит вот с такой скоростью. 5 метров в секунду. А эту точку v2, чему он тоже будет равен, он тоже должен написать таким образом u2, прибавить v. Итак, мы получаем u2 у нас было 3 метра в секунду. Это внутренняя скорость этой точки, но она идет со знаком минус, потому что она противоположна скорости v. И прибавить 1 метр в секунду. Будет равно минус 2 метра в секунду. Этот наблюдатель видит скорость приближающихся к нему 3 метра в секунду, а этот наблюдатель будет видеть со скоростью, которая будет приближаться 2 метра в секунду к нему в этом направлении. Какой здесь вывод? Для того, чтобы определить результирующую скорость, нужна скорость
тела по отношению, отнять скорость системы, если система движется. Так, что касается нашей задачи. Давайте сразу переведем километры в час, которые у нас есть 36 километров в час, метров в секунду, для того, чтобы они были одинаковы. Со скоростью ветра v равно 36 километров в час. Это будет равно 36, что множится на 1000 метров и делится на 3600 секунд. Итак, мы получаем сколько? 10 метров в секунду. Теперь давайте посмотрим, каким образом у нас первый случай, когда ветер у нас будет. Делаем вот так вот. Делим это все наше дополнительное рассуждение. Вот у нас есть система, есть велосипедист, есть у него скорость v и есть скорость ветра u. Обратите внимание, в данном случае u и v заданы вот этим наблюдателем, который видит скорость ветра и скорость велосипедиста. Теперь для того, чтобы увидеть, какая будет скорость ветра относительно скорости велосипедиста, мы же скорость велосипедиста, вот это значение берем как скорость системы. R1 у нас будет равно U отнять V. И сколько это будет? Подставляем сюда значение. У нас U направлено в такую же сторону, как и V. То есть у нас V вот такое. Так вот обозначим его. Вот его начало, вот его конец. И вот у нас значение U. Вот начало U. Это будет V. Это U. Вот начало U, вот конец. И результирующая скорость. Посмотрите, мы U отнимаем V. И у нас будет тогда результирующая. Заканчивается вот здесь. Вот конец результирующая, начало вот здесь. Надо было бы их совместить все в одну линию. Но для того, чтобы было видно, как это все происходит, я немножко сместил. Итак, вот у нас будет вектор R1. В данном случае, когда мы берем систему отсчета велосипедиста, у нас вектор R1, результирующий по поводу ветра, будет направлен ему в лицо. Теперь давайте посчитаем, чему же это будет равно. R1 по модулю равно. U по модулю сколько? 4 метра в секунду. И минус V. Минус. Скорости у них направлены в одну и ту же самую сторону, поэтому здесь просто пишем минус 10 метров в секунду. Получили минус 6 метров в секунду. О чем это говорит минус? Минус говорит о том, что ветер будет еще направлен в лицо велосипедиста. То есть модуль R1 будет равен 6 метров в секунду. Это скорость ветра по отношению к системе отсчета, связанной с велосипедистом. Теперь второй вариант, когда у нас ветер дует в лицо велосипедисту. Вот это скорость велосипедиста и вот скорость ветра. Опять же мы берем за счет систему скорости велосипедиста. Итак, у нас получается R2. Опять же, чему будет равен? U минус V по модулю. Теперь посмотрим, во что это выливается. Вот смотрите, у нас скорость U направлена вот сюда, V вернее, а U направлена в эту сторону. Результат какой должен быть? Результат должен быть направлен то же самое в эту сторону, потому что мы U отнимаем V. И вот мы получили такую скорость. Вот это будет значение R2. По правилам отнимания векторов. Это конец вектора V, начало. Ну, естественно, здесь тоже начало и конец. Итак, а теперь подставим сюда значение по модулю. Так получаем R2. Равно U-то направлено в противоположную сторону, поэтому ее нужно брать со знаком минус. Минус 4 метра за секунду и минус V, минус 10 метров за секунду. То есть мы получаем значение минус 14 метров за секунду. По модулю R2 будет равно 14 метров за секунду. То есть в данном случае, когда ветер будет дуть ему в лицо, он будет его дуть со скоростью 14 метров за секунду. Так можем подставить сюда значение R1 равно 6 метров за секунду и R2 равно 14 метров за секунду. В любом случае, велосипедист будет ощущать, когда ветер ему дует в спину 4 метра в секунду, он все равно будет чувствовать, что ему дует ветер в лицо в 6 метров в секунду. И когда ветер встречный, тем более, будет 14 метров в секунду.